Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Verdict. И сегодня мы продолжим рассматривать линейный ряд компании Superlux и подробнее рассмотрим модель HD661. Начнем, как всегда, с внешнего вида и качества материалов. HD661 это наушники закрытого типа, с формой чаш, как у модели 7506 от Sony. Однако на этом сходства именно с этой моделью заканчиваются, и в остальном наушники очень похожи на модель HD668B, обзор на которую я уже делал на этом канале. Поэтому в обзоре будет очень много сравнений именно с этой моделью. У этих наушников аналогичная конструкция оголовья, которая, однако, все же имеет отличия. На 668 модели подушечки цельные и из кожзама, а также имеют внутренний каркас. В случае же с моделью 661 это резиновые насадки, которые крепятся к пластиковой части только у своего основания. И именно поэтому, несмотря на схожий принцип регулирования, версия оголовья в 668 модели меньше прогибается под весом наушников, чем 661 модель. Так что шансы того, что наушники будут висеть на голове именно за счет прижима к ушам, а не за счет регулирования оголовьем, повышаются. Также в 668 модели чаши двигаются лишь в небольшом диапазоне и во все стороны. И это делает их расположение на голове универсальным и подходящим под любую форму. В нашей же модели реализована немного другая задумка. Чаши тут не могут изменять угол в любых направлениях, а только в одном. Зато в случае с чашей без провода аж до 180 градусов. Вторая же чаша ограничивается самим проводом. Это бывает удобно в случае использования наушников, например, в качестве диджейских, и другого практического применения для подобной конструкции я не припомню. В целом конструкция хорошая, но не универсальная. Кому-то она покажется удобной, а у кого-то наушники будут висеть на ушах. Тут все будет сугубо индивидуально. Что касается материалов, то основной здесь это глянцевый пластик. Однако, несмотря на это, наушники создают максимальное ощущение надежности и неубиваемости. Сразу говорю, ощущение. Специально вывести их из строя я, естественно, не пытался, однако все в них сделано очень и очень добротно. Нет никакого люфта, чаши совершенно не болтаются на креплениях и сборка очень приличная, что, естественно, радует. Также очень радует и материал амбушюр. Тут они очень похожи на кожу и по ощущениям гораздо приятнее, чем стандартные от моделей 668 или 660. Однако, если они вам вдруг все же не понравятся, они съемные и их, естественно, можно заменить. Также очень радующее лично меня решение – это отстегивающийся кабель, аналогичный с моделью 668B. По комплектации все так же идентично с этой моделью. Это два удлинителя на 1 и на 3 метра, позолоченный переходник на 6,3 мм и фирменный мешочек для транспортировки, который в случае с этими наушниками очень напоминает мешок для подарков от Деда Мороза или Санты. Ну да ладно. В целом комплектация, естественно, очень хороша и нетипична для данной ценовой категории. В дополнение к этому наушники имеют не одно, а целых 7 цветовых решений, что, естественно, говорит о том, что наушники направлены на более широкий круг потребителей. Ну и теперь о важном. Сперва о характеристиках, которые вы видите перед собой. Диапазон частот, если ему верить, очень неплохой, особенно по нижнему пределу. И да, несмотря на не самое слабое сопротивление, наушники неплохо звучат даже с телефоном, но с одной оговоркой. Сразу скажу, к этим наушникам не стоит быть требовательным по звуку. Дело в том, что данные наушники не стоит рассматривать как студийные или специализированные для высококачественной музыки. Ни в коем случае. Для этого у Superlux есть гораздо более серьезные модели, в том числе и те, которые у меня были раньше на обзоре. Эти же наушники рассчитаны на менее требовательного слушателя, и это хорошо видно по графику АЧХ, который представлен на официальном сайте. Этот пик в районе 8000 Гц отчетливо слышен и сильно выделяется после более ровных наушников, особенно с хорошим источником. Да, после многих недорогих игровых гарнитур звук HD661 будет казаться естественно детализированным, чистым, хотя по факту он на самом деле достаточно чистый, и немного даже ярким. Однако, зная о других моделях, от тех же Superlux, например, серьезным или очень профессиональным звук, естественно, не назовешь. Да, он приятный, частотку можно, естественно, прибрать эквалайзингом, и тогда все будет вполне пристойно, так как, несмотря на проблемы, сам по себе звук наушники выдают, правда, неплохой. Однако, если вы ищете наушники исключительно для лозлес музыки, для мониторинга, мастеринга или любой другой серьезной работы со звуком, то это, конечно же, нет, для этого есть другие, более приспособленные для этого модели. Ну и что мы имеем в итоге? А имеем мы добротно собранные наушники из хороших материалов, с неплохим звуком и направленные на широкого потребителя.
В чем-то они хороши, в чем-то чуть хуже, в любом случае все нюансы я постарался перечислить, и насколько важен каждый из них, решать исключительно вам. Стоят наушники в районе 2-2,5 тысяч рублей в зависимости от магазина, и все ссылки будут в описании. На этом я буду прощаться, спасибо за внимание, надеюсь этот выпуск был для вас интересным, возможно полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока! Wow.